Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня виновник данного контента это подписчик под псевдонимом Беннисон. Он заказал челлендж, и я так понимаю, он почитал предыдущие комментарии, да, под несколькими роликами, где просили: Саня, запиши охотников. И сегодня, как вы поняли, у нас будут охотники. И чтобы я один не страдал, сегодня он находится вместе со мной в пати. Это наша уже с ним вторая игра, и если вдруг чего это будет моя сотая игра на охотниках, то знаете. Тот, кто разрушил мои нервы, это подписчик под псевдонимом Беннисон. Вот так вот. Все, поехали страдать, поехали. Если честно, охотники невероятно слабые в текущем патче, и я уверен, что я буду очень долго их выполнять, но посмотрим. Условия челленджа таковы: играть на 9 охотниках, обязательно на 9 охотниках, можно через волшебников, как хочешь, но играть на 9 охотниках. Керри, соответственно, один из охотников, и, соответственно, занять вот, наверное, самый трудный пункт — это занять топ-1. Вот, серьезно, на охотниках занять топ-1, это я не знаю, что нужно делать и какие противники должны быть против меня. Почему сегодня подписчик Беннисон — это мой облегчитель, а не утяжелитель? Потому что у него ранг поменьше, у него там ладья 3, но на самом деле, когда игра загружалась, я посмотрел ранги, и там много королей 3, и есть даже один ферзь. Ну, короче. Буду страдать, что поделать. Ну, слава богу, хотя бы не один. Если Марк утяжелитель, то Беннисон это облегчитель. Вот и посмотрим, работает эта тема или не работает. Так, ну давайте, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов. И хорошего, соответственно, вам дня. Также, ребят, не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор не подписан. Соответственно, не забудьте также подписаться на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором канала, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Сразу хочу сказать Беннисону огромное спасибо за донат, да, челлендж он делает за донат именно, поэтому огромное ему спасибо за поддержку, это очень приятно, правда, это очень хорошо меня поддерживает, иначе я не знаю, как это выразить, и, во-первых, и мотивирует, и поддерживает, ну, это очень приятно. К сожалению, не тот предмет не упал второго тира, который бы я хотел, чтобы не упали какие-то молнии, и знаете, в чем подвох? Вот вы, наверное, скажете сейчас: Саня, а что сейчас трудного реализовать как бы охотнику? Берешь кулон магии и посох третьего тира, все, и погнал разваливать. А вот тут не тут-то было. Прикол-то в том, что когда ты играешь на охотниках, ты даешь много минус брони, да? Да. Минус 15 брони по одной цели в течение 10 секунд. И, соответственно, ты такой думаешь, ну, берешь предмет первого тира, берешь предмет третьего тира, еще накидываешь минус 15 брони, а там находишь кирасу, закидываешь в героя ближнего боя и даешь еще минус 10 брони по области. Итого это минус до хрена брони. Ты такой: да, окей. Но прикол-то в том, что в охотниках нету теперь керри адекватного. Вы скажете, в смысле нету? Смотри, вот снайпер, которого обоссут, как не знаю кого. Вот тебе медуза. Все. Но прикол в том, что медуза в 3 звезды имеет 3000 хп. Урон разбросом 200-320 урона. Примерно так, по-моему. Если что, там значения сами посмотрите. Я, кстати, стану, если что, на лустрик, потому что у меня стол не очень сильный, он слабый, поэтому я стану на лустрик. Надеюсь, что у меня упадет аптечка. И держите за меня кулачки, что в этой игре будет тайд. Потому что без тайда эту сборку будет очень тяжело реализовать. Тайд — это контроль, с медузой это двойной контроль. Ну, в принципе, вы меня поняли. Короче, медуза плюс тайд обязательно нужны. Плюс это немножко синергия морских, которая режет 20% урона от способностей. В общем, будет весело. И я очень надеюсь, что будет тайд. Поэтому держите за меня кулачки и надейтесь, что тоже выпадет тайд. Вот. И как бы все, керри закончились. Но вы скажете, ну в нежити же есть там Тракса, Муэрта. Ну нет, ребят, ни хрена. Нету больше в нежити керри. Муэрта, она очень слабая. У нее статы там слабейшие. Даже если вы закинете в нее посох третьего тира под охотниками, все такое, но она будет слабейшая. Ну, почему? Потому что, ну, не реализуете вы ее. Дополнительную тычку вы получаете только при 9 охотниках. Вот, кстати, посмотрим, как она работает. Вот. Вот эта вот дополнительная тычка. Если она, конечно, работает, знаете, как в предыдущие охотники, что вторая дополнительная тычка, когда летит, и тоже есть вероятность, что сработает дополнительная тычка, тогда это будет ультра имба, потому что это будет пулемет. Но мне что-то подсказывает, что так оно работать не будет. Вот. Но еще, пока ты этих охотников будешь собирать, намного проще сыграть через каких-то убийц, намного проще сыграть через инсектоидов, намного проще сыграть элементарно на шаманах. Все. Охотников контрить, как два пальца об асфальт.
Что бы тебе там ни приходило, серьезно, очень трудно реализовать охотников. Даже если у тебя будет медуза в 3 звезды, забей. Это не поможет тебе. Я более чем уверен. Я свято в это верю. Ну, в принципе, вы сами все прекрасно и увидите. Если, конечно, здесь, я надеюсь, что Беннисон это будет талисманчик. Я очень надеюсь, что противники будут слабые. Никто не будет собирать инсеков, шаманов и тому подобное. И не будет никто использовать кулон магии плюс посох 3-го тира, то будет шикарно, будет замечательно. Игра будет медом. Но если тут будут инсектоиды и тому подобное, я буду страдать, скорее всего, в этой игре. Очень страдать. Ладно, по изменениям. Что сделали охотникам? Во-первых, когда вы собираете 3 охотника, у вас есть вероятность 50%, что вы будете игнорировать уклонение противника. При 6 охотниках вы, соответственно, имеете 100% шанс игнорирования уклонения противника. То есть, сколько бы у него там уклонения не было, какие там эльфы и тому подобное не было, то, соответственно, у вас есть 100% гарант, что вы будете попадать по ним. При 9 охотниках у вас появляется дополнительная тычка плюс отбрасывание. Вроде бы все. Вот, все. Все охотники. Никакой там дополнительный урон. Да, кстати, извините. При 3 охотниках вы даете минус 5 брони, действует 10 секунд. При 6 охотниках вы даете минус 10 брони. Эффекты, если что, суммируются, поэтому, когда у вас будет синергия 6 охотников, это минус 15 брони. На самом деле, в начале игры, когда у вас есть предмет на минус броню, это довольно-таки много. Это до хрена. Прям нормально так развалили. Кстати, минус 1 тип, он ливнул. Хорошо. Меньше народу, больше кислороду. Так, мне не нравится тип под ником Мофор, не знаю, как тебя назвать. Он мне не нравится. Я вижу у него там синергию инсектоидов, и он мне вообще не нравится. И вот на самом деле, типа, минус броня — это жесткий контрпик воинам. И вот знаете, как я думаю, что нужно тут собирать в этой игре, чтобы было прям вот прекрасно. Ну, во-первых, обязательно нужен тайт. Во-вторых, медуза. Медузу мы кирим. Снайпера кирить не будем, потому что у него тычка очень долгая. 1,2 секунды у него интервал атаки. Ну и, соответственно, у него еще есть каст способности 0,5 секунд. Ну, короче, хрень полная. Это не снайпер. Снайпер как кири я вообще не рассматриваю. И медуза. Медуза чем слаба? Медуза — это вообще отвратительный герой, как по мне. Наверное, один из самых слабых героев 4-го тира. Потому что, смотрите, ее модификаторы атаки не встраиваются в ее массовую тычку. И я более чем уверен, что, имея даже синергию 6 охотников, ее массовая тычка встраиваться, минус броня не будет встраиваться в ее массовые тычки. И я более чем уверен. Вот. Поэтому, ребятки, это самый слабый герой. Самый слабый. У него есть мана, пока ты предметы там понаходишь, у него мало урона с руки. В общем, это, короче, очень слабый герой. Да, может быть, этого героя можно раскрыть там под троллями, через кулон, через посох 3-го тира, тогда будет жестко. Но у Медузы есть такой вот прикольный баф. Короче, как я считаю, что нужно бафнуть Медузу? Во-первых, сделать так, чтобы все модификаторы атаки работали на ее массовой тычке. Во-вторых, повысить ей хпшечку. И... Ну, в принципе, все. И скорость атаки сделать 0.9. Тогда это будет идеальный керри. За 4 монетки прям шикарный керри. Это то, что я думаю, что нужно так сделать. Если что, то в комментариях напишите, что вы думаете по поводу такого апгрейда. Но я думаю, это достойный апгрейд. Он не сделает ее имбой, он просто сделает ее хорошим, сильным керри, который в действительности стоит как фиолетовая фигура. А не как сейчас, что она стоит как фигура 3-го тира. Серьезно. Вот. Еще по поводу ее ульты. Когда противник находится под окаменением, то вы срезаете, если в 3 звезды, то 40% физической уязвимости. Физическая уязвимость — это броня противника. То есть это, грубо говоря, скилл, как у зверей. То есть вы снижаете уязвимость физическую 40%. То есть считайте, что вы тоже типа минус броню накладываете. Плюс вы получаете дополнительный урон от этой способности на 25%. Нечистого. Так, берем аптечку, естественно. Нечистого. Потому что там написано, типа, что какой-то урон чистый. Я не знаю, что это за значение, конечно. Но какой-то урон там чистый написано. Что это конкретно, я хрен его знает. Кто знает, напишите в комменты. Вот. Понижаете, соответственно, физическую уязвимость. Добавляете себе дополнительный урон по окамененным целям. Ну и, в принципе, это просто контроль. Все. КД там небольшое на этой способности, но...
принципе, все. На самом деле, типа, вот звучит логично. Твои охотники дают минус броню, медуза, соответственно, понижает физическую уязвимость, ты повышаешь себе дополнительный урон по окамененным целям, и вроде бы это все как бы синергируется между собой, но из-за того, что модификаторы атаки не работают на массовую тычку медузы, это хрень полнейшая. То есть, вот она будет бить большое количество целей, но минус броня будет работать только на одной. Это бред. Это полный бред. Ну, у меня, в принципе, есть идея, как мы можем сейчас поиграть. Я надеюсь, у меня получится. Сюда, конечно, еще алхимика можно засунуть. Вы прикиньте, собрать... Вот, надеюсь, что в этой игре будет тайт. Я, кстати, баф людей ставлю, потому что играю через аптечку. Я хочу максимально быстро выйти в 10 и начать ролиться, просто делать себе сильный стол и собирать медузу. И я очень надеюсь, что в этой игре все-таки будет тайт. Очень надеюсь. Я прям держу за это кулачки. Вы тоже держите. Потому что мне нужна ваша поддержка по максимуму. Челлендж очень сложный. Расшатает мне нервы 100%. Так вот. Мне нужен Тайд в 2 звезды. Мне нужна Медуза в 3 звезды. Если здесь еще какой-то легендарной фигуры не будет жесткой, по типу там горного вождя и тому подобное, чтобы просто был контроль и стенка, то, наверное, стоит сюда будет алхимика еще запихнуть. Потому что алхимик, он, когда активирует свою ульту, он в радиусе дает тоже минус броню. И если я нахожу Кирасу сверху и найду предмет 1 тира и 3 тира на минус броню, то там же минус миллиард брони будет. То есть там будет очень жестко. Ну, посмотрим, посмотрим. Это пока что в моей голове. Типа, это будет очень много минус брони. Но как это будет работать по факту, ну, я думаю, мы это узнаем сейчас. Узнаем на моей нервной системе. На самом деле, я не знаю, в каких ситуациях можно бы играть на охотниках. Вообще не знаю, я даже не могу вам сказать, ну, против кого охотники хороши-то будут. Серьезно. Не знаю, потому что в охотниках был один отменный керри. Это Тракса. У которой была пассивка, которая повышала ее урон и скорость атаки у нее было 0.9. Сейчас же Траксу изуродовали. Она теперь такой герой обоссанный, что ну не передать словами. Кстати, ребят, я не знаю, баг это у меня или нет, но если что-то, напишите в комментариях. Вы тоже это видите или нет? У меня под вчерашним роликом 1000+ лайков. И я, если честно, в шоке. Такое количество лайков. У меня ролик так залетел в тренды и реки, что прям по кайфу, ребят. Огромное спасибо за лайки. Мне кажется, это баг, конечно. 1100 лайков. У меня там, по-моему, 1100, если не ошибаюсь. Ну, короче, 1000+ лайков. Поэтому, ребят, напишите в комменты, вы тоже видите эти лайки? Или это чисто у меня баг отображения? И еще такой вот момент. Сегодня в 6 часов вечера будет стрим. Стрим будет под TFT. Это Team Fightix от Лиги Легенд. И я, соответственно, скачал мод, который будет помогать мне по игре, который будет рассказывать, типа, какая сборка в мете, какие предметы, соответственно, брать там, на каком уровне ролиться, на какой стадии брать, соответственно, уровень, какая аугментация будет лучше и тому подобное. Короче, я уверен, что этот стрим будет намного поярче, намного поинтереснее, поэтому всех жду, запасайтесь вкусняшками и все такое. Вот. Также почитал комментарии по поводу нефритового генерала. Блин, честно? По-моему, я об этом говорил. Или не говорил, или это у меня из головы вылетело, и я думаю... Короче. У меня мозги поплыли, прикиньте. Но я просто за сегодня уже не первую игру играю. Это, наверное, моя игра за сегодня 6-я, либо 7-я. Ну, я думаю, вы прекрасно поймете, если что-то повторюсь. Там, ну, повторение, конечно, мать учения. Но если что-то, простите заранее, если я сейчас продублирую информацию дважды. Вот. Нефритового генерала я запишу. Но так как это панды, это будет довольно-таки сложно. Но все-таки не с первого раза идут идеально панды. Не с первого. Вот я сегодня, если честно, пытался до заказа челленджа, пытался реализовать эту панду. Вообще не шли панды. Не, одна игра была, там, где панда нормально так шла. Но у меня интернет отвалился, и 15 минут игры просто вывалилось. Я там сидел на лустрике, у меня почти был генерал в 3 звезды. Я не успел заюзать баночки, у меня лагать начало. Короче, интернет отвалился на 15 минут, я ничего не смог сделать. И когда я уже зашел, я уже вылетел, соответственно. Это была обидная игра, конечно. Я думал, я туда поломаю все, что движется, и все, что не движется. Да. Вот такие вот
Ну ты посмотри на это. Кулон магии выпал. А он мне не нужен в этой сборке. Вообще не нужен мне этот кулон магии в этой сборке, потому что я играю через минус броню, и мне нужно минус броня. Ладно, я взял вот этот вот камень, потому что в дальнейшем я его переделаю. Ну, кстати, если так судить, то, в принципе, бусы неплохой вариант. Еще одна минус броня. Я хотел палку, мне минус броня упала. Ну ладно. Бусы, в принципе, не такой уж и плохой вариант, потому что радиус буст теперь намного больше из-за того, что там в текущем патче поменяли множество радиусов предметов, там и всякое такое. Вот, теперь у него радиус огромный, в принципе, 25% от хила из ниоткуда. Я думаю, нормас. Нормально будет хилить. С 1000 урона это 250 хпшки регена. Нормально. Ага, чил тут на 6-м, но у него... Он почему-то ролится. Ну, если что, помянем его. Так, берем 10-й. На 10-м начинаем ролиться. Там еще есть хаотичный договор. Возьму этот хаотичный договор, если он не выпадет. Будет тоже хорошо. Кстати, кто... А ну-ка. Сейчас ролик ставим на паузу и пишем, сколько я хпшки восстановлю себе с баночек. Поехали. 16 было? 10 банок заюзал. Я еще неплохо так хпшки восстановил. 43 хп на секундочку, ребята. 43 хп восстановил. Могу, умею, практикую. Кстати, не забывайте, что вот этот медальон первого тира, он защищает ваше призывное существо от того, чтобы его взяли под контроль. Предметом второго тира вот эта вот коронка. Ну, это вдруг кто не знал. Парам-пам-пам-пам. Только не скажи, что я... Ё-моё, я этот раунд выиграю. Боже, какая ты подлива ходячая. Знаете почему? Ну, ладно, я сам дурак. Сам выставил сильный стол, и сам дурак. Винить тут только меня надо, никого другого. Блин. Короче, почему я сейчас так жалуюсь? У меня был 8 лустрик, и я получал дополнительные 3 монеты за каждый раунд проигранный. Сейчас я получаю болт на 28, а не дополнительные монетки. Обидно. Обидно. Ладно, сделаем слабее стол, ну его в баню. Хоть уже и особо нет смысла, но я сделаю слабее. Потому что так надо. Так, ну инсект, скорее всего, вылетит. 2 воина собирается и 1 маг собирается в этой игре. Мне нравится. Беннисон нашел предмет 3-го тира посох. О, он будет и через эгиду играть? Или он в дальнейшем хочет найти кулон магии и что-то сделать с кулоном магии? На самом деле кулон магии это такая имба сейчас. Кулон магии плюс посох 3-го тира, и почти любой керри разносит все и вся. Опа, минерчик. Берем. Плюс 5 монет сюда. Так, я делаю слабее стол. Ну его в баню. Минера не продаю, потому что есть ящик азарта. Вдруг выпадет. Я очень надеюсь, что здесь в этой игре будет тайт. Кстати, баночки мне отлично хпшки восстанавливают. И я, если честно, не ожидал, что они так хорошо будут хп восстанавливать. Так, ну, 2 воина, 1 гоблин и 1 маг собирается. Ну, маг... Ну, тут... Не скажу, что маг будет для меня проблемой. Я думаю, мага я спокойно законтрю. Хотя не факт. Посмотрим. Ну, я и думаю, и гоблин не будет огромной проблемой, потому что у меня куча минус брони. Думаю, гоблина спокойно буду пробивать. Да и воинов, я думаю, спокойно буду пробивать. А если найду кирасу, то воину вообще там... Пусть заказывают себе коробочку 4×4. Куда его будем паковать? Ну, посмотрим. Может, это я сейчас так в своей голове рассчитываю, то, что охотники хорошо контрят воинов. Так, смотрите. Я сейчас не буду тратить деньги на ап уровня. Сразу продаю лишние фигуры. Выставляю себе посильнее стол. Сейчас объясню почему. Ну, я думаю, вы и так сами догадываетесь. Но вдруг кто не догадывается, то объясняю. Я это делаю, потому что у меня есть баф людей. Сейчас за один раунд я получу 3 опыта дополнительно. Я, кстати, наверное, ДК поставлю вместо Лины. Это будет понадежнее. У ДК больше хп, больше брони. Будет нормально себя чувствовать.
И поставлю вот таким вот образом расстановку, чтобы две паучихи по каждому мобу закинули свою паутинку. Паутинка сейчас кастуется с 0,1 секунды, что вообще топчик. Бэмс, бэмс, хорош. Давай миночку, минку, давай минку. Давай уже. Ну, и в принципе без мины справился, ну ладно. Ну ладно. Так, денег у меня куча, что у меня тут есть? Завес, рыбалку, возьму рыбалку, точняк. Возьму рыбалку, так, блокируем синергию воинов. Поехали. Так, медуза, медузу берем. Две медузы пришло. Бэмс через баночку, хотел сказать. Через уже баночка головного мозга. Через яйцо апаю. Хорошо. Поехали. Есть усиление. Так, это ставим. Кунку продаем. Цемочку пока что оставим. Пусть будет. Пригодится. Так, стоп. Вот это тебе. Вот это тебе. Кстати, под мину минера нормально будет медуза скилл. Много урона вкидывать будет. Так. Сюда. Убийц там заблокировали. Все, усиление есть. Все, деньги все пропали. У меня там было 70 монет. Все, денег нет. Денег точка нет. Плюс 3 хпшечки восстановил. Тут и гида. Минка. Минус 16 броню, типа. Нормально. Хорошо подорвал. Чисто минер 5400 урона. Найс. Так, маги, маги. Опа. Опа. А кто это у нас тут такой? Берем, естественно. Опа, там берсерк. Вот это плохо. Ну ладно. Ну ладно. В принципе, ладно. Так, минус броню в снайпера закину. Инвокера на правую сторону закину. О да! О да, о да, о да, о да, о да, о да. Есть тайдуха. Мне это нравится. Мне это очень-очень нравится. Это хорошо. Много контроля будет. Отлично. Мне не надо будет ставить каких-то всратых волшебников. Теперь осталось только то, чтобы мне тайдуха быстро пришел в 2 звезды. Отлично. Хорошо. Так, Беннисон на воинах. Ну, посмотрим. Дум прилетел, конечно, в медузу неприятно, но справлюсь я с ним или нет? Вот в чем вопрос. Инвокер, давай кастуй. У тебя же все-таки там цемочка стоит. Бэмс. Справился? Нормально. А где винстрик? А кому ты винстрик свой отдал, а? Меня не дождался. Отдал бы мне винстрик лучше. У меня этот... У меня билетик. Все. Итак, смотрим, как будут у меня работать охотники. Будет ли дополнительная тычка за каждую вторую тычку лететь или нет? Ого. Беннисон пишет. Ого. Это мне пока что повезло. А там как оно дальше будет? А ну, кстати, может я ошибку делаю? Стоп. Сколько воинов? А убийц? Так, надо убийц заблокировать. Плюс двое убийц легендарных есть. Так, вот это убираем. Убийц ставим. Все, здорово. Так, Тайдуха, давай станчик. Хорошо. Но, кстати, видите, не летит, так как я думал. Просто дополнительная тычка летит. То есть просто 2 тычки дает, и потом обычная своя тычка летит. 2 тычки дает, и снова обычная. Ну, короче, вы поняли. Не пулемет. Я думал, будет прям пулемет, а по факту не пулемет. По факту идет тычка, сразу дополнительно летит, потом обычная тычка с дополнительной. Вот так. Короче, вы поняли, что я имею в виду. Не пулемет, как раньше было. Раньше было, когда дополнительная тычка срабатывала, там прям кучу тычек могло накидать. Блин, жалко, что мантию короля убрали. Раньше такое можно было финтить с этой мантией короля, а сейчас, к сожалению, нельзя. Что печально. Мне нужен тайдуха в 2 звезды. Чем быстрее он придет, тем мне будет легче играть. Так, снова воины, здорово. Ну-ка, 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 как. Оп, контрольчик. Оп, окамени... Медуза далеко стоит с окаменением, но, в принципе, ладно. Не, ну вот этих воинов я прям вообще разобрал в легкую. Хорошо было. Хорошо, минус 21, здорово. Опа, медузочка. Медузочка любимая идет. Так,
Вампиризм, естественно, берем. Самый имбовый талант. Я вообще не знаю, зачем второй талант добавили. Который дает, уменьшает урон по твоему шахматисту. Минус 15%. Ну, это ж вообще слезы. Не знаю, им надо вот этот второй талант на понижение урона по тебе уменьшить. Потому что, ну, вампиризм всегда намного лучше смотрится. Или это просто я уже обнаглел и хочу большего. Но мне кажется... А! Я тебя услышал на этой духе. Окей. Нет вопросов. Так, плащ-пальто выпал. Как раз против магов хорошо. Так, ну я, если честно, хочу взять мифриловые доспехи. Хочу взять мифриловые доспехи, чтобы защититься от всяких там обезоружий, от всякого вот этого вот говна, которое будет лететь в меня, таргетного. Плюс мана-реген будет. Что для Медузы будет хорошо, что для Тайда. Но я думаю в Тайдуху запихнуть, если честно, мифриловый доспех пока что. Мне надо, чтобы он намного быстрее кастовал свой станчик. Чем быстрее закастит свой станчик, тем, соответственно, будет больше времени у моих охотников там раздуплиться и начинать дамажить. Так, БХшку апаем, орка-охотника берем. Ну, Тайдуха, ну ты пришел один раз. Ну давай еще 2 разочка ты придешь. Либо 1 раз придешь, и, соответственно, яичко придет. Ну давай договоримся с тобой. Ну, пожалуйста, ну не подведи меня, а, братишка. И Медуза, давай нормально приходи уже. Уже пора как бы. Так, я, если что, сверяюсь сейчас с бусами, чтобы посмотреть, как лучше... О, посох 3-го тира там. Опа, станчик, давай, отталкивать его. Хорошо. Если бы сейчас не это отталкивание, то я бы этого Тайдуху не смог бы забрать. Отталкивание зарешало. Но на самом деле зарешало еще то, что мой Тайдуха успел закастить. Вообще красавчик. Так. Мирана идет. Не, ну тут как бы, ну, все уже предопределено. Вот. Сложное слово какое. Так, перчатку 1-го тира пока что ставлю. Может, там будут фигуры подороже, чем моя Медуза. Пусть дамажит. Не знаю, какой предмет мне с первого раза ролите. Либо предмет 5-го тира, либо искать предметы 3-го тира. Но я думаю, предмет 5-го тира искать. Ё-моё, 9 магов. Не, ну пока что маг. Маг пока что слабоват. Он с догоном, но пока что слабоват. Хорошо. Не, надо, наверное, предмет 5-го тира искать. Находить себе кирасу. Либо находить себе аганимчик. А в кого мне аганимчик? Ну, если Тайдуха в 2 звезды придет, то надо аганим в Тайдуху, соответственно, закидывать. А против мага... Ну, блин, мне надо против мага шарбезны находить. Либо наследие духа огня. И БКБшку надо будет найти обязательно. Короче, есть несколько предметов, которые против мага мне нужны. Это шар бездны, наследие духа огня, БКБ, бессмертие. Ну и предметы на урон, соответственно. Кираса тоже 100% нужна будет. По огромной области давать минус броню. Это то, что доктор прописал. Так. Всегда, я вот сейчас сверяюсь, чтобы у меня бусы максимальный импакт давали по отхилу. Можно было бы, конечно, Медузу чуть-чуть наперед поставить, но я опасаюсь, что ее сбреют. Вообще 400 радиус, у 400 ярдов. Ну, это где-то 4-5 клеток. 9 магов пришло, сейчас он меня сбреет, да? Ты духа кастуй! Падла ты! Кто-то скажет мне сейчас, типа, Саня, тебе надо поставить 4 морских. Я с вами соглашусь. Но я не могу их поставить, потому что у меня челлендж. Медальон упал 1-го тира, хорошо. Хорошо, что он без посоха 3-го тира играет. Опа, Медуза, хорошо. 2 Медузы в 2 звезды, отлично. Может, она быстренько соберется в 3 звезды. Я думаю, предмет 5-го тира поискать. Или подождать. Или поискать, или подождать. Тут медальоны есть в нем. Но мне надо, понимаете, много предметов. Мне шарбезный нужен, БКБ нужен. Я думаю, даже БКБ будет приоритетнее, хотя и шарбезный отлично будет смотреться.
Мастерская бума есть. Я подожду один раунд. Чуть-чуть подожду один раунд. Вот это вот гениальная формулировка фразы, да? Чуть-чуть подожду один раунд. Один раунд подожду, что мне сейчас выпадет из реликвии. Потом уже буду думать. Инвокеры 2 звезды. Отлично. Кстати, инвокера я оставляю, потому что инвокер может призвать фарш... Да нет, в целом, я инвокера... Ёб твою меч, что ты такое там собрал? 5 драконов, 9 магов. Ты не охренел? Дядя, выпей таблетки, пожалуйста, и успокойся. Драконий рог он нашел и поставил 5 драконов, 9 магов. Но это сильно. Это реально очень сильно у него сейчас. Слава богу, у него сейчас посоха 3-го тира нету. Если он найдет себе посох 3-го тира, это ж вообще будет лютая поплава. Да, я бы здесь всех спокойно выносил. Если бы не он на своих магах. На самом деле в этой игре мне очень повезло. 2 воина, 1 маг. Вообще ни одного инсека, ни одного шамана. Так, ну я видел, что есть мастерская бомба, но я беру двойных мобов. Они зарешают. Я уверен. Я уверен на 200% они зарешают. Так, ёб твою медь. Я же хпшку выкинул, пи закинул обратно. Ладно. Убираем. Я думаю, поискать сейчас предмет 5-го тира. Бессмертие мне зарешает. Жестко зарешает бессмертие. Вот так сделаю. Скорость атаки мне нужна. Агоним! Надо брать агоним. Молнии очень вкусно смотрится, но я, наверное, возьму агоним. Ну, уже не наверное. Взял агоним. Почему я взял агоним? Потому что хочу Тайдуху в 2 звезды поставить. Тайдуха зарешает. Ребят, у Тайдухи сейчас будет 5 секунд стана. 5. За это время мои охотники могут разгуляться. 2. Все. 5 секунд стана. Они чилят. Они на чили на расслабоне. А я сношу их. Ну и, соответственно, мне нужно будет поискать сейчас предмет 3-го тира. Ну, блин, я еще хочу предмет 5-го тира поискать, конечно. Он Зевса нашел, прикиньте. У него есть яйцо, у него есть Зевс, но он почему-то не хочет его апать. Это проблема огромная. Мне надо 100% найти здесь шарбезны. Да, блин, на самом деле решение всех проблем это поставить 4 морских, потому что предметы на магический деф у меня есть. Тайда, Медальон сейчас закинул, посмотрим, может получше будет. Почти паучиха, 3 звезды. Она мне, конечно, поможет, но не против мага. Не знаю, сейчас всех подальше поставил. Так, здорово. Ух ты, Зевс 2 звезды, это печально. Ой, как хорошо, что вы хреново так закастили. Ну, мне это, по-моему, не поможет. Или поможет. Или не поможет. Или поможет. Не поможет. Прикиньте, не поможет. 15 хп снес. Какая же ты огромная. Так, паучиха в 3 звезды, снайпер в 3 звезды, отлично. Я предметы сейчас в снайпера закину. Мне кажется, снайпер будет намного надежнее, чем эта медуза. Так какая скорость атаки? Ты что, больной? Не, я в паучиху не хочу закидывать предметы. Я думаю, Бруда не справится. Ну давай, Тайдуха, выйди из стана, ну кастанит. Ну... Только не на все хп, пожалуйста, только не на все хп. Мне надо 2 раунда выжить. Живи, живи. Снайпер, кастуй. Снайпер, стреляй. 8 хп. Инвокер. Не знаю, я поставлю инвокера рядом со снайпером. Не надо, чтобы Тайт закастовал 100%. Закастует Тайт, снайпер, в принципе, немного постреляет. Инвокера я поставил чуть-чуть ближе, потому что у меня есть предмет, который дает ауру на скорость атаки.
Соответственно, на форже инвокера, на самого инвокера это все будет работать. Беннисон пишет, что уже на 100% засчитано. Но бороться надо до конца, ребят, мы не сдаемся. Но раз засчитано, я счастлив. Топ-2 это тоже хорошо. Но нет, будем бороться. Пожалуйста, выиграй раунд. Выиграй. Мне один раунд надо терпеть, пожалуйста. Бог рандома, давай. Душите его. Душите, 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 душите. Снайпер, стреляй. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Шар бездны и БКБ. Шар бездны и БКБ. Пожалуйста. Так, яйца беру. Яйца беру, потому что хочу сделать медузу в 3 звезды. Пожалуйста. Шар бездны, выпади. Шар бездны, выпади. Шар бездны, БКБшка. Шар бездны, БКБшка. 2 предмета. Не буду пока ролить. Подожду. У чувака пока нету посоха 3-го тира. Это отлично. Ни посоха, ни агонима. Это все хорошо, значит. После этого раунда полностью сролюсь. Буду находить яйца, делать медузу в 3 звезды. Так, форжи выпали. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да! Чего? Чё? Как? Я рот шатал этой игры. Я просто рот шатал этой игры. Еще и Тайд пришел. Не, ой. Я еще... Ой, его... Короче. Сейчас объясню, что я только что сделал неправильно. Вот это я дурак. Наследие духа огня, спасибо хоть это. Боже, насколько говняная игра, вы просто поймите. Вот просто вдумайтесь на секунду. Мне выпал шар бездны, я выбираю шар бездны, мне падает снова этот щит. Я не знаю, каким образом это работает. Не знаю. Просто, это не игра, это просто дерьмо ходячее. Меня чел выносит, который нашел себе, точнее, который закидывает в одного героя посох 1-го тира. Миллиард посохов 1-го тира. Но, походу, из-за наследия духа огня я его снесу, если, конечно, Зевс мне лицо не оторвет за секунду сейчас. Одной ультой. Не, нормально, живу. Живу. Короче, почему я дурак? Мне выпало 2 медузы, мне надо было продать орков-охотников, закинуть яйцо в медузу, у меня было бы еще 2 яйца, и потом мне надо было всего лишь одно яйцо, либо же одного тайда, чтобы сделать себе тайда в 3 звезды. Прикиньте. А агоним бы я закинул тогда в инвокера бы. Ну, насколько дебильная игра просто. Ну у меня сейчас жопа разорвет, отвечаю. Меня сейчас просто порвет на запчасти. Чел, который играет без посоха 3-го тира, меня сносит из-за того, что... Какой бред. Какой же бред. Чисто из-за того, что я начал гореть. Охренеть, его вынес. А еще разочек давай так вот просто на минус 23 ему, пожалуйста, прописюнь, и будет все хорошо. Просто из-за того, что я начал гореть, я сделал такую тупую ошибку насчет тайдухи и насчет яиц. Опа, еще один тайд. Давай мне... Сейчас тайдуху покупаю. Блин, а не получится, у меня денег не будет. Как-то так сейчас сделаю расстановку, чтобы у меня медуза била Зевса сразу. Зевс самый опасный там. Вот, ребята, не нервничайте, не делайте таких тупых ошибок, как сделал я с медузой. Яйцами. Фух, Тайт успел закастить. Отлично. Боже, спасибо тебе, Тайт. Спасибо тебе огромное, Тайдуха. Чисто из-за того, что Тайт у меня сейчас закатил, я его сношу. Я походу заберу эту игру, еще 1-е место.
А вот мог бы у меня сейчас быть Тайт еще в 3 звезды. Мог бы быть, у него было бы больше хп, соответственно. Но сам дурак, сам сделал ошибку. Нет, хорошо, что вот такой вот маг против меня, серьезно. Хорошо, а он, походу, Аганим хотел найти. Но хорошо, что против меня именно такой маг, серьезно. Хорошо, что против меня именно такой маг, боже. Не какой-то другой, а именно такой. Отлично. Без посоха 3-го тира он меня сносит, конечно, ну сейчас. Но он меня сносит из-за чего? Из-за того, что я Шарбезну, во-первых, выбрал, он не выбрался. И во-вторых, я не могу 4 морских поставить. Все, пока. Я просто вырвал топ-1. Опа, еще и ферзя взял. Ребята, мне это, ну, это 100% достойно вашего лайка. Плюс 40 очков, так что тут нормальные типочки играли. Чел хотел через эгиду играть Беннисон, но не вышло. Но вот этот маг, вот просто вдумайтесь. Чел нашел бы посох 3-го тира, он бы, наверное, меня уже бы сносил жестко. Я бы, наверное, даже до 35-го раунда не дожил. Но тоже, тут двояко. Если бы мне Шарбезный выбрался, было бы все хорошо. Но Шарбезный у меня почему-то не выбрался. Не знаю. Ну, игра такая. Не хочет она, чтобы я выигрывал на охотниках. Не хочет, чтобы я топ-1 забирал. Ну, забрал. Хоть Беннисон и написал, что такая игра и засчитана. Но все же. Это просто трындец. Просто трындец. Ой, хватит на сегодня, конечно, этих игр. Все, я сегодня точно наигрался, поэтому пойду-ка я отдыхать, ребята. Вы сами увидели, в принципе, импакт охотников. Нет керри у них. Нету. Только из-за контроля вы можете что-то делать. И то, пришел бы вот этот вот адекватный маг, вот такой же, просто адекватный маг, нашел бы посох 3-го тира, и не дай бог бы ему еще и Аганим упал. На самом деле, если бы ему выпал бы Аганим, он меня бы с помощью Зевса просто бы стирал в порошок. Потому что Зевс — это тот герой, которому насрать на твоих морских, насрать на твой Шарбезны. Вообще ему на все насрать. Ну, как бы, только поможет БКБ, наследие и бессмертие. Все. И сильный керри. Ну, я хотя бы, знаете, благодаря Беннисону показал вам, чего стоят охотники в текущем патче. Ничего. Только просранные нервы. Ладно. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор на меня не подписан. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Ну, а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, еще на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.